Добро пожаловать в новый видеоролик. Те, кто хотя бы один раз играл в террарию с модами, 100% знают такой крутой мод, как Calamity. Так вот, в сегодняшнем видео я вам покажу моды, которые вышли совсем недавно, и по крутости приравниваются вообще к Calamity, Elements Awoken и там и другим каким-нибудь. Ну что, начинаем! Начну я эту демонстрацию с Fractures of Penumbra. Это пакет модов, который находится в стадии разработки, целью которого является добавление новых высококачественных функций во все области террарии. На данный момент этот мод имеет два абсолютно новых боссов, каждый из которых имеет небольшие анимации перед появлением. 30 новых видов оружия, обладающих великолепными эффектами, 2 новых NPC и многое другое. Оба босса будут иметь свои собственные схемы атаки, один из которых, возможно, будет сложнее, чем любой босс в террарии, но это сбалансировано новым оружием. Также этот пакет модов добавляет одно из лучших видов оружия, которое я видел вообще когда-либо в террарии. И вот некоторые из них. Вознесенное существо, которое представляет собой магическое оружие с собственной анимацией. Сердцеед представляет собой волшебный молот, наносящий массу урона. Апокалиптическое существо, которое наконец-то позволяет нам делать трюковые удары в террарии. Этот мод также добавляет ряд еще других вещей, но поскольку мы уже рассмотрели основные вещи, мы ради экономии времени перейдем к следующему моду. Следующий у нас пакет модов под названием... Чего? А следующий пакет модов вы можете увидеть на экране. Этот мод полностью меняет то, как вы обычно играете в террарию, удаляя почти все аспекты обычной террарии, такие как ваши собственные персонажи и ваш инвентарь. У каждого игрока и врага также будет свой собственный элемент, который делает определенных врагов невосприимчивыми к вашим атакам, в зависимости от того, какой элемент у каждого персонажа. Место на специальной карте ручной работы, которая позволяет вам загружать новые области вместе с бесконечными боями со слаймами. Хоть на данный момент это всего лишь демо, но она все равно даст вам хороших ярких впечатлений. Далее у нас Spatial Seeds. Это семена, которые позволяют вам создавать свои миры любым способом, как вы захотите. Включите мод и приступите к созданию нового мира. Здесь вы можете заметить две новые кнопки. Первая — это кнопка в виде дерева, которая позволит вам создавать свой мир слой за слоем. Вторая кнопка — это готовые карты. В этом меню, посвященном секретным семенам, вы сможете выбрать любые обычные секретные семена. Но также будет добавлено 12 новых секретных семян из мода, причем некоторые из них даже имеют свои собственные специальные эффекты и правила. Но я не буду рассматривать их все в этом видео. Некоторые наиболее интересные из них — это перевернутый мир, который заставляет вас играть наоборот. Семя пещеры, которое делает большую часть карты пещерой. Семя паука, которое заполняет каждый открытый блок паутиной. Вы также сможете сделать свое оригинальное секретное семя. Например, взять определенные части секретных семян и поместить их в другие миры. А также вы можете установить собственные размеры для своего мира и храма в джунглях, что позволит вам получать удивительные миры. Помимо возможности настраивать и отдельные секретные семена, вы также можете использовать функцию 1.4.5, объединяющую любые секретные семена, включая те, что из этого пакета модов. И самое приятное в этом моде то, что каждый мир будет использовать только вещи из стандартной террарии. Поэтому вы можете взять эти сумасшедшие миры и играть в них в обычной террарии или в мобильной версии с друзьями. А теперь давайте перейдем к полезному моду под названием Magic Builder. Это что я хотел сказать? На мой English, не обращайте внимания. Это мод, который добавляет новые предметы, которые автоматически создают для вас определенные сборки почти для каждого биома. В моде есть предметы, которые построят огромную арену босса. Постройте шикарный дом в один клик. Украшенный дом среднего размера, небольшого размера и самый маленький дом из возможных для удобного хранения NPC. И, наконец, мгновенные лифты до самого подземного мира. Каждая сборка также создается с использованием блоков стандартной террарии, так что вы можете использовать этот мод, чтобы оживлять свои миры в стандартной обычной террарии без модов. Ребят, провел я опрос на канале и понял, что большинство людей хотели бы получить себе бесплатно стимовскую версию террарии. И, конечно, я вообще не против подарить ее подписчику. Поэтому, если вы хотите принять участие в розыгрыше террарии, то подписывайтесь на мой телеграм-канал. Результаты и условия будут там. Ссылочка в описании.
Дальше давайте рассмотрим The Village Arena. Небольшой мод, который добавляет новое изменение. Этот пакет модов сделает портальный храм, который появляется в подземельном мире. И как только вы активируете свой портал, перейдя в сложный режим и пройдя через него, вы попадаете в дьявольскую арену, где вы сможете получить новые предметы и сразиться с новым боссом. В подземном биоме также есть мини-события, где, собственно говоря, вы найдете этот небольшой храм. И как только вы щелкнете по планшету, появится непобедимый враг, который может мгновенно убить вас. И чтобы победить, вам надо остаться в живых в течение 60 секунд. Помимо этих двух вещей, этот пакет модов также добавляет 5 новых видов оружия. Поскольку это было задумано как небольшой пакет модов, переходим к следующим небольшим пакетам модов. Теперь у нас есть простой настройщик NPC. Этот мод добавит меню, которое позволит вам изменить практически все, что касается NPC и мобов. Чтобы вы могли сделать такие вещи, как, например, гид становится самым сильным в игре, или сделать вещи массивными, или очень маленькими, сделать летающих черепахи из джунглей еще страшнее и опаснее, или другие мелкие вещи. Этот мод добавит небольшой раздел статистики под вашей мини-картой, в которой рассказывается о таких вещах, как ваша удача, урон в секунду, множитель урона, скорость атаки и многое другое. Хотя это не будет полезно для всех, но чрезвычайно полезно для тех, кто хочет создавать самые лучшие сборки и с их помощью показывает такие вещи, как удача, которая может сэкономить вам время, если вы ищете какой-нибудь редкий предмет. Если вы хотите видеть только свою статистику удачи, а не каждую статистику, которую может предложить предыдущий мод, тогда вы захотите использовать мод отражения счетчика удачи, который также недавно был выпущен. Возвращаясь к более крупным пакетам модов, теперь у нас есть Арсенал. Этот мод в стадии разработки, который добавляет в игру более 250 новых видов оружия наряду с 50 другими новыми. Это предметы, которые задуманы как продолжение стандартной террарии. Чтобы не затягивать видео, я не буду рассказывать про каждое оружие. В этом наборе я могу только сказать про некоторые. Ими из самых лучших являются легендарная сковородка, настоящий фиксированный посох, который вызывает мини-меуса, чтобы сражался за вас, несколько новых йо-йо со спецэффектами, последний фрактал, который представляет собой волшебную версию первого фрактала. И, наконец, для последнего мода в этой коллекции у нас есть... не буду это читать... Enchanted Moons. Этот мод меньшего содержания, который добавляет в игре 4 новых события. Но в отличие от событий в стандартной террарии, они их даже очень и полезны. Первая — голубая луна, которая повысит вашу удачу до 50%. Следующая — это вишневая луна, которая ускорит вашу регенерацию жизни. Далее присутствует урожайная луна, благодаря которой из врагов будет выпадать на 2% больше золота. И наконец-то у нас есть еще мятная луна, которая увеличивает вашу скорость и количество наносимого вами удара. Каждое это событие будет иметь один шанс из 9 каждую ночь, или вы можете заставить их произойти быстрее. Используя предметы призыва, которая является аксессуаром, она дает вам особое преимущество. Из каждого события оно будет приносить пользу, поверьте. Ну и сейчас я хочу сказать вам большое, огромное спасибо, что вы досмотрели именно до этого момента. Всем спасибо за просмотр, идем к 5000.